Ровно год назад в Беларуси началась революция морали. Буквально каждый белорус ощутил, что значит быть своим человеком на своей земле и понял, что независимость – это все мы. Люди становились наблюдателями на избирательных участках и продолжали контролировать процесс выборов, даже когда их выгоняли, им приходилось стоять на стульях с биноклями перед окнами. Белорусы массово шли на участки, чтобы оставить свой голос за нового президента, и даже были случаи, когда комиссии вывешивали протоколы с правдивыми результатами. Почти на всех таких участках побеждала Светлана Тихановская, а затем людям плюнули в душу. Ермошина озвучила результат: более 80% за того, кто решил стать пожизненным президентом. Только народ решил иначе, и люди вышли на улицы, чтобы об этом сказать. Борьба за справедливость длилась 3 долгих ночи, столкнувшись с агрессией, насилием и убийствами со стороны режима. В результате чего погибли Александр Трайковский, Александр Вихор, Геннадий Шутов. Это были далеко не последние смертельные жертвы от рук преступников, которые решили захватить власть. Борьба белорусов продолжается до сих пор, обретая все новые требования. По случаю годовщины начала протестов штаб законно избранного президента Светланы Тихановской призвал белорусов напомнить друг другу о выборе, который мы сделали. Для этого нужно распечатать копии честных протоколов и оставить их в видных местах своих городов. Мы не забудем сделанный выбор, мы вернем в страну закон, мы никогда не устанем повторять. Это наша страна, в которой власть удерживает силой проигравший выборы человек, говорится в заявлении штаба. Такое напоминание действительно важно в эти дни, когда пропаганда пытается перевернуть все с ног на голову и всячески обелить преступников. Однако пережитые белорусами, их незаживающие физические и моральные травмы, а также итоги, с которыми режим завершил этот год, говорят о том, что в этой истории должна быть поставлена точка. По меньшей мере 8 смертей, более 600 политзаключенных, десятки уничтоженных независимых СМИ, тысячи нелегалов, которых диктатор использует в своих играх, и катастрофическая миграция белорусов. Все это невозможно забыть и простить. Победа будет за нами, и живе Беларусь! Рейдерский захват организации, которая помогала белорусам. Десятки убийств, включая Павла Шеремета и рука КГБ. Все эти факты вскрылись в ходе расследования обстоятельств гибели руководителя Белорусского дома в Украине журналистами проекта «Реформ». Виталий Шишов был найден повешенным в Киеве 3 августа. Он пропал накануне, когда ушел на пробежку. Почти сутки его искали волонтеры и полиция. После страшной находки украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства. Команда «Реформ» исследовала цепь роковых событий, которые могли привести к этой трагедии. Началось все год назад, когда Шишову пришлось покинуть Беларусь после участия в акциях протеста. В Украине он присоединился к Белорусскому дому, который основали представители старой оппозиции Вячеслав Сивчик и Елена Толстая. Вскоре в организации появились новые люди с сомнительным прошлым. Боец смешанных искусств Родион Батулин и Сергей Коротких. Оба служили в полку Азов и придерживались неонацистских взглядов. В 2019 году они и еще несколько азовцев напали на охрану экс-президента Порошенко. Более того, за Коротких, известным под кличками Малюта и Боцман, тянется длинный кровавый след. Его подозревают в сотнях убийств. Свой бесславный путь он начинал в школе КГБ, после которой примкнул к ультраправой организации «Русское национальное единство», а затем оказался на Донбассе. Фактически именно Малюта устроил рейдерский захват Белорусского дома, назначив его руководителем Шишова и Батулина. К слову, в этом году последнему был запрещен въезд в Украину на 3 года. Под покровительством Малюты организация начала вовлекать релокантов, которые обращались за помощью в криминальные схемы. От людей требовали выполнения определенных задач за возможность легализоваться в Украине. Вероятная осведомленность о деталях этих преступных схем и стала фатальной для Виталия Шишова. Но это всего лишь одна из версий обстоятельств убийства, расследование которого сейчас находится на контроле у президента Зеленского. Выходные у мигрантов, которые бегут из Беларуси в Литву, выдались непростые. Литовская сторона наконец начала контролировать ситуацию и возвращать нелегалов обратно в Беларусь. В ответ на это белорусская сторона предприняла тщетные меры не пускать беженцев обратно и начала строить баррикады на границе с Литвой и Латвией. Поэтому многие мигранты застряли на нейтральной территории без еды и воды. В телеграм-каналах до сих пор появляются видео, где нелегалы просят спасти их от обезвоживания и сжигают свою одежду, чтобы согреться. Please give him me. Go back. Where is going on? Go. Where?
Более того, канал «Беларусь» головного мозга сообщил о том, что в перевозке нелегалов из Минска к литовской границе участвуют солдаты-срочники. Причастность военных к террористической операции на границе пока проверяется. В свою очередь, посол Ирака в Беларуси заявил, что компания «Ирак Airways» будет эвакуировать застрявших в Беларуси иракских граждан. И первый такой рейс состоится уже завтра. А вот рейсы из Ирака в Беларусь страна отменила. Они будут разрешены только для возвращения иракских граждан, которым, кстати, Литва готова выдавать мотивационную выплату в размере 300 евро каждому. Ее можно будет получить лишь единожды, если мигрант вновь окажется в Литве, претендовать на получение пособия он не сможет. В обеих палатах американского парламента начинают работу группы конгрессменов и сенаторов, продвигающих белорусскую повестку в США. Об этом заявили 9 влиятельных американских политиков, которые объединились в кокус «Свободная Беларусь». Отметим, что в июле по инициативе Светланы Тихановской в Конгрессе США уже был создан кокус «Друзья Беларуси». Он работает над блокировкой займа режиму от МВФ в размере $1 миллиарда, а также призывает создать международный трибунал против Лукашенко и его свиты. По словам сенатора Роджера Уикера, народ Беларуси заслуживает функционирующую демократию, которая будет защищать права человека. Создание кокуса политик считает сильным сигналом того, что Сенат США поддерживает белорусский народ в борьбе за свободу и новые выборы. Отметим также, что американская сторона планирует ввести новые санкции против режима. Список лиц и компаний, которые они затронут, пока неизвестен. Однако во время визита в США Светлана Тихановская передала администрации Джо Байдена список организаций, которые могут войти в окончательный перечень американских политиков. Он включает Беларусь-Кали, ряд нефтяных и деревообрабатывающих предприятий. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион одну из самых ценных медалей в своей карьере. Речь идет про серебряную медаль, которую спортсменка получила на вторых Европейских играх в Минске. Стартовая цена лота составила $5000. Аукцион продлится еще 9 дней, а все вырученные с него средства пойдут на помощь репрессированным спортсменам Беларуси. Напомним, на Олимпиаде в Токио Тимановская возмутилась тем, что без всякого предупреждения ее поставили на эстафету 4 по 400 метров вместо двух других бегуней, которых отстранили от игр из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб. Спортсменка высказала свое недовольство организацией белорусской стороны в своем инстаграм, после чего ее пытались насильно вывести в Беларусь. К счастью, к проблеме удалось привлечь внимание всего мирового сообщества, и легкоатлетка была спасена. Сейчас она находится в Польше, где ей предложили продолжить свою спортивную карьеру. Друзья, сегодня в 21:00 на нашем канале смотрите документальный фильм моей коллеги Марии Матусевич, посвященный годовщине президентских выборов в Беларуси, которые стали причиной массовых акций протеста. Я же прощаюсь с вами до завтра. Берегите себя и живи Беларусь!